Друзья, всем привет! Сегодня рассмотрим, на мой взгляд, лучшие гибридные наушники стоимостью $200 от компании Kiwi Ears и их новенький ЦАП Allegro Mini стоимостью $24. Приходят наушники в небольшой коробке, на лицевой части здесь изображены сами наушники, имеется название этой модели KE4, а тут расположен логотип компании. Здесь указан адрес производителя, а тут уже находятся технические характеристики. За звук в этих наушниках отвечает два динамических излучателя диаметром 10 мм и два арматурных излучателя от Knowles. Чувствительность составляет 102 дБ, и они получили импеданс 28 Ом. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Наушники. Мануал по использованию наушников. Фирменный кейс для хранения наушников. Набор необычных силиконовых амбушюр. Дополнительные сеточки для звуковода. Хороший четырехжильный медный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 джек. Наушники довольно крупные и полностью выполнены из медицинской черной смолы, с лицевой панелью, выполненной под металл, что смотрится, как по мне, отлично. И тут же на обоих наушниках есть логотип компании, причем, по всей видимости, мне одному достался левый наушник, где нету буквы S. Довольно прикольно. Думаю, можно считать это неким эксклюзивом. Ну а тут у них расположен стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, причем заметьте, что разъем не утоплен в корпус, что, как по мне, хорошо, и подобрать кабель сюда будет реально проще. И тут же рядом находится единственное отверстие для компенсации, защищенное сеточкой. Ну а на внутренней части находится надпись D1034, то есть это серийный номер моей модели, и тут же есть маркировка канала, правый и соответственно левый. Ну а звуковод тут металлический, и его диаметр составляет 6 мм, и у него есть как хорошая защитная сеточка, так и выделенный бортик для лучшей фиксации амбушюр. И с посадкой, как вы понимаете, здесь все отлично. Лично я к крупным наушникам отношусь хорошо и уже привык к тому, что размеры наушников растут с каждым годом, поэтому проблем с посадкой никаких я не испытал, что с комплектными амбушюрами, что с любыми другими. Очень глубокая посадка с отличной звукоизоляцией, ничего нигде не давит. В общем, использовать эти наушники лично мне комфортно. Подключил и наслаждаешься прослушиванием. Ну и подождите, ребята, перед тем, как мы перейдем к разбору звучания этих прекрасных наушников, я должен вам показать вот этот цапик. Он очень небольшой, выполнен полностью из алюминиевого сплава, и здесь по центру размещен небольшой логотип компании Kiwi Ears. А по бокам у него расположились выходы для подключения наушников, справа выход на 4.4 джек, а слева на 3.5 джек. А сзади находится надпись Allegro Mini, а это коннектор Type-C для подключения этого цапика уже к смартфону. И скажу, что использовать его реально очень удобно, так как он небольшой, не занимает много места, подключаем его к смартфону, подключаем ваши любимые наушники и спокойно уже используем и наслаждаемся прослушиванием. Да, мощность тут небольшая, всего 30 милливатт на канал, но тем не менее проблем даже с планарными наушниками у меня не было. Раскачивает он в легкую и с хорошим запасом по громкости, понятное дело при использовании балансного подключения, и отмечу, что при использовании особо чувствительных наушников фонового шума тут нет, да и по звучанию все тут очень прозрачно и нейтрально. Этот цапик никак не окрашивает звучание наушников, да и у него вот нету такой задачи. Он просто четко и грамотно выполняет свою функцию, а большего от него и не требуется. Единственное, жаль, тут не указан, какой ЦАП используется. Но да ладно, это мелочь, ведь самое главное это то, что вот с таким небольшим цапиком любой современный смартфон с Type-C можно без проблем преобразить в некий плеер, и это просто прекрасно, учитывая его очень небольшую стоимость.
Но приобрести наушники Kivir KH4 и ЦАП Allegro Mini вы сможете в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну и конечно тут также можно подробно ознакомиться со всей информацией по этим продуктам и приобрести эти наушники сразу с ЦАПом, что будет более выгодным решением. А теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники Kivir KH4. Вот так выглядит их график частотной характеристики. И я считаю, что это лучший выбор сейчас для тех, кто любит достаточно мощный бас с усилением аж на целых 10 дБ и очень аккуратной теплой серединкой с крайне небольшим усилением верхней середины. Да и высокие частоты тут ну прямо очень хороши. Они крайне продолжительные, и эти наушники почти максимально точно попадают под мой новый таргет, что очень хорошо, и я не просто так обновил его, так как этот тюнинг идеально подходит для меня. И я думаю, все, кто любит нейтральную, я бы даже сказал близкую к мониторной подачу, это точно будет отличным выбором прямо сейчас. И можно рассматривать эти наушники как замену тем же Tanzu Neja, только здесь мы получаем более мощный динамичный бас и еще более прозрачное и воздушное звучание. И самое главное, за куда меньшую стоимость. Но теперь давайте разберем звучание более подробно. Я уверен, вам всем очень интересно. Низкие частоты в этих наушниках представлены прям отлично. Мидбас массивный, густой, с хорошим панчем, а саббас глубокий, с отличной прослушиваемостью того самого инфраниза, который еще, кстати, не все наушники могут хорошо отработать. А здесь же, пожалуйста, слушай да получай удовольствие. Ну и тональность баса мне прям нравится. Он звучит тепло, но при этом с хорошо сохраненной прозрачностью и текстурностью, из-за чего тут нет ощущения смазанности или гулкости его образа, и есть очень даже буйная и сохраненная энергия. Можно сказать, что он прям таки хочет ударить и показать в треке, особенно вот в электронных жанрах, кто здесь по-настоящему главный. Но прошу заметить, излишнего перетягивания одеяла на себя, как в басхедных моделях, тут нету, что очень хорошо, так как это просто сбалансированная и крайне отточенная работа, как и должно быть на грамотно настроенных гибридных наушниках, на мой взгляд. А вы как считаете? Ну а серединка тут просто услада для ушей. Можно сказать, что это настоящий, максимально сладкий мед, просто созданный для истинного наслаждения музыкальными композициями. Этот диапазон тут звучит для меня очень знакомо, супер тепло и максимально нейтрально. И просто забудьте тут про яркость, какую-либо резкость и агрессию. Здесь все подается крайне аккуратно, без арматурного тембра. Есть тут и отличная прозрачность, и целая куча необходимого воздуха, за счет чего мы получаем шикарную прорисовку отдельных планов и напрочь забываем про зажатость или скомканность образов. Все в пространстве строится четко, выверено и понятно, но возможно кто-то из вас назовет их подачу скучной, перейдя с чего-то более яркого и энергичного. И я вас пойму, но считаю, что у каждого в коллекции должны быть обязательно вот такие нейтральные наушники. Они отлично подходят как некий референс и, кстати, будут отличным выбором для сведения и работы со звуком, так как в этом диапазоне они никак не окрашивают звучание. Тут нету так называемых улучшайзеров, и все звучит очень достоверно и натурально. И, например, просто перейдя на них с чего-то более яркого, мой совет вам: послушайте их пару дней, и вы определенно поймете, в чем действительно заключается преимущество вот такого тюнинга. Но высокие частоты — это просто идеальное завершение. Они здесь представлены как оптимально воздушные, и самое главное, что на слух, что на графике, они крайне продолжительные, с отличной прозрачностью, с очень плавным, аккуратным подчеркиванием всех тарелочек, крэшей и перкуссий, и выделением различных микро и макро нюансов за счет отличной аналитичной способности этих наушников. И сразу скажу вам, что они нисколько не скрывают и не прячут от вас все различные звуки и нюансы, которые вообще возможно только встретить в композициях.
поэтому они шикарно подойдут для любителей проанализировать и поразбирать музыку буквально на отдельные части и слои. Никакой зажатости или смазанности образов и атак в этом диапазоне нет. Да и техничность и аналитика тут находится прям на очень высоком уровне. Притом замечу, что без дополнительного усиления частот в этом диапазоне. Но тем не менее, эти наушники отыгрывают все очень подробно, детально, не превращая звук в кашу и единое целое, а наоборот же, все по восприятию очень выверено, подробно на обертона и послезвучие. А вывод у меня получился таков. Kiwi Ears KH4 это потрясающие наушники и, на мой взгляд, лучший выбор прямо сейчас за $200. Здесь вам и отличный внешний вид, и хорошая комплектация, и самое главное, топовый максимально нейтральный тюнинг с усилением низких частот на 10 дБ, очень аккуратной теплой серединкой и уверенно техничными и детальными высокими частотами. От себя эти наушники определенно рекомендую к покупке. Если вы любите теплую и сбалансированную подачу. Ну а по WhatsApp, думаю, и так все понятно. Это крайне гениальное решение с подключением USB Type-C для современных смартфонов, да и по звучанию тут полный порядок, и его мощи хватит для большинства внутриканальных и даже некоторых полноразмерных наушников. А ссылка на покупку наушников и этого ЦАПа находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius. Всем удачи и пока.